Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Дорогие зрители, продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР». И в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим одну очень интересную монету СССР, которая стоит 76 тысяч рублей. Это монета 3 копейки 1961 года. Сам по себе уникальный экземпляр, что непосредственно сказалось на ее стоимости. Было выпущено несколько разновидностей с незначительными отличиями друг от друга, но которые существенно повлияли на стоимость. В среднем такая монета на аукционе оценивается в 30 тысяч рублей. Но есть одна разновидность, которая оценена в 65 тысяч рублей. Спрос на такие монеты высок. И когда на аукционе выставляется лот в хорошей сохранности, то за него разворачиваются настоящие торги. Рассмотрим внешний вид. На аверсе сделан оттиск классической композиции для того времени – серп и молот. Кстати, они обмотаны лентой в 15 витков и скреплены ею по центру. Монета порадовала коллекционеров разновидностью чеканки аверса. Есть различия в штамповках, их две. Это штемпель HT.1 и HT.2.1. Изображения аверсов практически идентичны, но их различает одна маленькая деталь. При чеканке штемпелем HT.1 внешняя гребенка образует ости без уступа. А вот при использовании HT.2.1 на гребенке остей образует явно выраженный уступ. Такая особенность увеличивает стоимость экземпляра практически в 2 раза. За монеты с чеканкой HT.1 на аукционах установилась цена в сумме 30 тысяч рублей, а за монеты с изображением HT.2.1 около 60 тысяч. 3 копейки также имеет две разновидности реверса. Использовались штемпели А и Б. Отличие между реверсами также незначительно, но вот в цене такая особенность выражается значительно. Изображения с оттиском А имеют 3 ости, которые выходят из-под листа. Изображение с оттиском Б имеет только 2 ости, которые выходят из-под листа, и одну дополнительную ось, которая выходит из-под зерна. Монета с оттиском реверса Б также оценивается в районе 60 тысяч. Помимо таких разновидностей можно встретить различные варианты смешения изображений. Очень ценятся коллекционерами перепутки, где несимметричны перед и зад. К примеру, с аверсом HT.1 и реверсом B стоит около 45 тысяч, а за экземпляр, где аверс отчеканен штемпелем HT.2.1, а реверс штемпелем А, стоит около 50 тысяч. Встречаются все варианты перепутки штемпелей. Средняя цена таких экземпляров на аукционах находится от 30 до 60 тысяч рублей. 76 тысяч – это максимальная на сегодняшний день цена, за которую была продана нестандартная денежка номиналом 3 копейки. Друзья, давайте рассмотрим технические данные этой монеты. 3 копейки чеканились для обращения, что обусловило их огромное количество на руках. Однако, несмотря на большой тираж чеканки, стоимость очень высокая. Деньги чеканились на заготовках из медно-никелевого сплава. Общий вес 3,4 грамма, диаметр 21,8 мм и толщина 1,4 мм. Параметры стандартные для тех годов денежного выпуска. Параметры не менялись на протяжении 9 лет. Гурт рубчатый. Официальное название – перепутка. На кружке 20-копеечная монета. Коллекционные и юбилейные деньги не выпускались. По поводу перепуток, друзья, в обращении ходит большое количество перепуток, которые были отчеканены на заготовках 1962 года. Для чеканки использовалась марганцовистая латунь, которой характерен бронзовый цвет. Такие деньги не очень оценены нумизматами.
Их стоимость, как и у выпуска 1962 года отчеканки, средняя стоимость около 800-900 рублей. Минимальная цена от 50, максимально до 3000 рублей. Также в каталогах описаны перепутки, которые были отчеканены на марганцовистой латуни, но имели чуть меньшие параметры, чем из медно-никелевого сплава. Вес такой заготовки 3 грамма вместо 3,4, толщина 1 мм вместо 1,4. Коллекционеры такие деньги совсем не ценят и практически не собирают. Ценность таких экземпляров совсем низкая и составляет от 300 до 500 рублей. Даже несмотря на то, что 3 копейки на латунной заготовке практически не попадаются в хорошем состоянии и более чем за 1000 рублей за нее вы не получите. Бракованные экземпляры попадаются довольно часто и поэтому не особо тоже оценены нумизматами. Цена таких лотов не превышает 10 тысяч рублей. В среднем бракованные лоты продаются за 3-5 тысяч, но спрос на них, к сожалению, не очень высок. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.